Друзья, приветствую вас из города Люрет-де-Мар. И сегодня я выполняю просьбу некоторых из вас, кто мне написал, в основном в личных сообщениях или в Инстаграме, о том, что Марина, ты все время показываешь какие-то шикарные виллы. А есть у вас что-нибудь для менее богатых людей? Сегодня мы смотрим дом в бюджете до 1 000 000 евро. Я чуть позже дам все его данные. Я этот дом еще и отобрала потому, что у него есть хороший потенциал. Его можно использовать под себя, и это будет шикарная резиденция, либо можно оставить то, как есть, и использовать, зарабатывать на нем, сдавая в аренду туристам. Потому что у этого объекта есть туристическая лицензия. Ну а для тех, кто впервые на нашем канале, меня зовут Марина, вы на канале Damlex Realty, а теперь поехали. Мы у главного входа в дом, и как же обманывает наш рельеф с улицы, когда мы заходим в некоторые дома. Вот казалось бы, вот что это? Где дом? Марина, где дом, спросите вы. А дом есть, и дом на самом деле огромный. Но когда мы смотрим отсюда, мы видим только какую-то непонятную башенку, а где дом спрятался. Поэтому пойдемте и посмотрим, где же спрятался дом. Дом, как вы видите, не новый. Он построен в таком традиционном средиземноморском стиле. Здесь такой полукрытый гараж. На самом деле это была парковка еще для тех машин того времени. Понятное дело, что сейчас сюда какой-нибудь большой джип, внедорожник не войдет. Здесь уже потом, позже была поставлена эта дверь, чтобы, собственно, просто закрыться от улицы и создать больше приватности. Но в целом это можно все перестроить и сделать гараж, либо это может быть даже часть дома, потому что там есть на самом деле очень хороший гараж и с удобным въездом. А теперь пройдемте в дом. Дом большой, и о том, что он большой, достаточно вот просто сюда посмотреть вниз. Вы видите, как он уходит вниз. И он просторный, он у нас вытянут вдоль участка. Очень своеобразные формы. И кто-то наверняка скажет, ужасная планировка. Но этот дом может использоваться для большой семьи с взрослыми детьми и внуками. Здесь очень хорошо все зонировано, и можно не пересекаться. А также это очень хорошо для аренды. Этот дом постоянно занят. Мы давно, на самом деле, хотели его подснять, но все время были сложности, потому что он был арендован. Вот эта комната наверху, она может быть использована теми, кто хочет максимально изолировать себя от своих домочадцев. Сбежать от них сюда наверх, никого не видеть, никого не слышать. В случае чего от них можно сбежать еще быстрее куда-то на улицу, потому что вот входная дверь. То есть эта комната максимально близко ко входу. Лестница не узкая. Это очень важно, потому что за мою 22-летнюю практику я встречала дома примерно такого же года постройки, где лестницы, например, вот они вдвойне узкие. Вот. То есть один человек поднимается, другой спускается, и вы уже не разойдетесь. В этом доме можно установить лифт. Если мы не хотим его сносить, оставить как есть, но тогда мы лишаемся вот этой верхней комнаты. Там будет лифтовая комната, а лифт устанавливается вот здесь. Вот это пространство позволяет нам установить прям такой хороший, классный лифт. Все можно решить, даже оставаясь в рамках этого дома. Очень часто я встречаю в Испании дома, которые строились полуэтажами. Да? У нас получается полуэтаж, верхняя комната, полуэтаж здесь, там. С чем это связано? Ну, во-первых, с рельефом участков. Мы на Коста-Браво, гористая местность, но Испания в целом вся так построена. И люди для того, чтобы не тратить много денег на выравнивание земли, хотя раньше не было строгих нормативов, и они могли бы тут развернуться и такое здесь построить, но не у всех были деньги на это. Поэтому люди выходили из положения таким образом, что они адаптировали проекты домов под натуральный ландшафт, рельеф земли.
Гостиная с камином. Посмотрите, какой симпатичный. Вот эту часть собственники, они ее немножко модернизировали, сохранив стилистику дома. Все очень достойно, все очень классно. Посмотрите, дом активно сдается, в каком хорошем состоянии. Потому что собственники очень тщательно отбирают, кому они сдают. Да, там, допустим, нет группам студентов, то есть семейные люди снимают. Поэтому это всегда будет сохранять ваш объект в достойном состоянии. Здесь у нас гостиная, вот эта кухня, она с выходом на террасу. Кто-то скажет, ну кухня совсем минималистичная. Да, потому что дом активно используется под туристов. А туристы, они в основном или барбекю, или вообще питаются где-то за пределами. Ну, вспомните себя, когда мы на отдых приезжаем. Даже если мы снимаем дом, вряд ли мы будем здесь готовить паэлью. Мы лучше пойдем в классный ресторан и отведаем ее там. Ну, и борщи точно здесь никто варить не будет. Поэтому кухня, она есть, но она больше ориентирована на тех, кто приезжает сюда не на долгий период. Из гостиной, из кухни у нас выход вот на эту террасу. И напротив нас открытый вид. Вот, кстати, старый дом, вот обожаю такие дома. Новая, вот у них такой навес, терраска. Смотрите, как классно смотрится. Еще вот здесь озеленят, все это их участок. А у этого дома участок идет тоже так же вниз. Вот на примере этого мы видим, как уходит участок вниз у этого дома. Здесь у нас 16 соток. И что мне нравится, дом у нас идет в несколько этажей, но перед домом у нас, посмотрите, какой кусок абсолютно ровной земли. Вместимость, в общем, лицензия выдана на 17 человек. Но по факту здесь можно разместить больше, потому что учитываются обычно там в спальнях по двое и один, например, там в гостиной. Но если гостиная позволяет, вы можете там двух разместить, соответственно, у вас вместимость больше. Но мне кажется, 17 человек здесь вот за глаза хватает. И еще немножко вернусь к виду. У нас здесь вид не фронтальный на море, он немножко боковой. Но посмотрите, какой у нас зеленый массив перед домом. Зеленая зона не застраиваемая. То есть перед этим домом всегда будет такой вид. Никто не вырубит эти деревья, не построит дома. И вот эта усадьба, про которую я говорила, вот эта вся земля этой усадьбы, она больше не... То есть на ней больше ничего нельзя построить, кроме этого дома. Это так называемый террену рустико, да, то есть деревенская земля. Что еще хотела сказать? Немножко про поселок. Это поселок Рока-Гросса. Относится он к городской части Лорет-де-Мар. Что это значит? Это значит, что здесь нет сборов на поселок. За все отвечает город. И это во многих случаях большой плюс, потому что у вас мусор вывозит город, ремонт проводит город, за все отвечает город. Но минус в том, что если вдруг вы захотите что-то поменять в поселке, вы должны с городскими службами это все дело согласовывать. А нельзя так встретиться тут с собранием жильцов и сказать, мы новые дороги делаем. Нет, здесь будет за все отвечать город. И отсюда у нас идет наверх лестница и вниз. Здесь вообще очень много входов-выходов. Семья может не пересекаться. Этот дом очень часто снимают именно большие семьи, европейские, разновозрастные. Здесь у нас зона гардеробной. Вот для этой спальни. Видите, как вот здесь, вот смотрите, по факту, здесь у нас 7 комнат. Но вот в этой комнате, я уж не буду жалюзи открывать, у нас 4 человека может жить. И я не сомневаюсь, что диваны тоже раскладные. Ну, то есть тут есть где развернуться. При этом комната не маленькая. В Барселоне это было бы 2 спальни отдельные, а может даже и 3. Вот мне наш оператор показывает, что 3. Да, я тоже думаю, 2 это я еще так пошиковала. От гостиной лестница вниз ведет нас тоже в спальню со своим санузлом. Здесь уже все готово для следующего заезда. То есть спальня на 2 человек. То есть у нас уже там было 4. Если еще 2 дивана, 6. Тут 2, уже 8. И там спальня на 2, уже 10. Санузел с душевой и санузел отдельно. Очень редко встретишь в Испании, когда унитаз в своей комнате. Мы-то привыкли к этому, и у испанцев всегда все совмещено. Мы спустились и еще на полэтажа, над нами гостиной. На этом полуэтаже у нас 2 спальни, тоже со своим балконом.
со своей террасой. И почему я говорю, что здесь можно не пересекаться? Вот, пожалуйста, вы вышли с террасы и сразу в сад. И здесь у нас могут еще 2 человека разместиться, 2 и 2. Уже 14, то есть мы уже 14 насчитали, а мы еще только в самом начале. Ну ладно, в середине. Сейчас мы идем смотреть другую часть дома. Опять возвращаемся в эту приятную гостиную. Но вид здесь обалденный. Я люблю вообще, когда есть смешанный вид, не только на море. Потому что зелень, она оживляет. Вид на жилые здания тоже. Потому что море ночью смотрится просто как черное пятно. То есть у вас темнело, и вы вышли на террасу, и вы смотрите в темноту. Из гостиной вот мы спустились еще как бы на полуэтаж, и мы попали в гараж. Почему я говорю, что вот тот паркинг, его можно сделать частью дома, потому что здесь прекрасный гараж, а вы посмотрите, какая здесь парковка. С очень удобным въездом. Это важно. Очень много домов есть прекрасных, новых, замечательных, где въезд в дом вот такой. Или где этот подъезд, дом где-то на горе, и получастка съедена подъездной дорогой. У нас ворота, мы вот въезжаем прямо с улицы, мы заезжаем, и есть где развернуться. Также, когда много туристов, каждый может арендовать машину, там каждая из семей, да, так скажем. Потому что здесь 3-4 семьи могут разместиться. Но вот здесь больше 4 машин можно спокойно припарковать. Зона бассейна с улицы не просматривается, потому что вот у нас дорога, а вот у нас внизу бассейн. Эта комната приватная, они там хранят свои какие-то вещи, потому что, ну, иногда собственники этим домом тоже пользуются, так же, как и вот эта комната. То есть вот эти 2, они небольшие, это больше как кладовка. Кстати, вот за этой деревянной дверью там находится большое помещение, из которого, вот оно идет вдоль стены, там можно еще отдельные апартаменты. Я вам с улицы потом покажу, как это все выглядит. То есть там еще можно сделать не апартаменты. Итак, тут у нас 3 спальни. Там у нас было 14 человек, мы остановились. И здесь 3 с двухспальными, уже 20. То есть 20 человек здесь может спать спокойно. Одна спальня здесь и здесь. У нас 2. Они с выходом на бассейн. И санузел. Тоже с душевой. И унитаз отдельно. Кто-то из вас наверняка скажет: ужас, 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 если его покупать, надо сразу делать ремонт, кто будет в этом ужасе жить? Я вас разочарую. Вот это сдается все на ура. И нам кажется, что это ужас, а европейцы снимают. И вот в этом ошибка тоже наших инвесторов, которые покупают туристическую недвижимость в аренду. Начинают все переделывать, увеличивают смету. А по факту все равно вы будете сдавать, ну, чуточку дороже. Вы же не можете это как Букингемский дворец сдавать из-за того, что вы там мрамором все выложили или какую-нибудь супердорогую технику поставили. Вот, поэтому у всего есть своя цена и свой потолок. Вот это можно эксплуатировать, ну, лет 10, не вкладывая ни копейки. То есть вы будете зарабатывать на этом, возвращая инвестицию. Здесь у нас еще есть один выход на улицу. Я не буду его открывать. Здесь в окно видно будет. И вот тут, когда находимся здесь, мы это видим, что этот дом очень легко оборудовать лифтом. Но я говорю, мы теряем вот эту комнату над нами. Ну, вы видели, здесь места достаточно, поэтому можно пожертвовать той комнатой, но получить удобство и оборудовать этот дом лифтом. Но опять, если вы хотите здесь проживать, если вы его рассматриваете как инвестиционный объект, вот так и дальше эксплуатируйте. Вот видите, тут даже сделали такие качельки. Хотела я еще пару слов, возможно, тем, кто как раз-таки интересуется туристической недвижимостью, как, например, это дело построено у хозяина этого дома. Он человек опытный, он отсюда, и он ищет объекты, которые ремонтируют, но с туристическими лицензиями, и активно их сдает, как вы видите. Да? Он их эксплуатирует по нескольку лет, потом он их перепродает. Ошибка, которую я часто вижу в наших покупателей: вы хотите
классный объект с турлицензией за очень дешево. И отказываетесь от более дешевых домов, которые требуют ремонта, не обращая внимания на их потенциал. А их потенциал огромен. Вы купили дешевле рынка, у вас есть турлицензия, вы отремонтировали и прекрасно его сдаете. Пока вы гоняетесь за домом за 1 миллион или за квартирой с турлицензией возле моря, чтобы его сдавать, чтобы, как вы говорите, чтобы друзьям было не стыдно показать. Французы на этот миллион покупают 3 дома в удаленных урбанизациях по 300, по 350 тысяч. И вы знаете, что на выходе они получают? Они на выходе получают за сезон, зарабатывают больше, чем вы зарабатываете в доме за миллион. Потому что, я еще раз говорю, у всего есть предел. У дома за миллион будет свой потолок цены в сутки. И сейчас мы идем в зону, которая мне очень нравится. Вот, к сожалению, нам не открыли предварительно. Но я даже такое люблю. Я, как вы видите, общаюсь с вами, как если бы вы были бы со мной на визите. Я не люблю вот эти все постановочные сценарии. Главное мне понять, как это все выбирается. Вот. Когда вам создают картинку эмоциональную, это, конечно, правильно с точки зрения маркетинга, но я хочу вам показывать все без прикрас, как оно есть. И вот даже такие моменты, когда оно что-то не готово для съемки, говорит о том, что мы ничего постановочного не делаем. Но объекты, конечно, которые я вам показываю, я их знаю, за редким исключением. Но в целом все объекты, которые у нас в продаже, я в них бывала с визитами, иногда не раз. Мне эта комната нравится тем, что сейчас еще туда мы пройдем, думаю, вы со мной согласитесь. Это место, где будет проводиться больше всего времени. Во-первых, большой стол, а мы знаем теперь, что это дом для большой семьи. Здесь у нас уже полноценная кухня, из чего мы можем сделать вывод, что, конечно, готовится все больше здесь, на этом уровне, потому что где мы в Испании проводим все свободное время? Конечно же, в саду и на террасе. И здесь мы обедаем, если плохая погода или холодно. Конечно, вот оно. Это крытая, я не знаю, как назвать это, террасой сложно назвать. Но представляете, какая высота потолков. Вот сейчас такое не построишь. То есть кайф этого дома в том, что его ни в коем случае нельзя ломать. Сломаете и теряете все. Вот верхней этой башни, вот с улицы, где мы заходили, уже нельзя будет. Или это надо будет закопать, или там наверху дом ставить внизу. Этот дом, если сделать, я уже прям представляю, как можно сделать перепланировку и реконструкцию, если захочет кто-то здесь жить. Это будет супер дом. Это будет как мини-усадьба в черте города с не гигантским участком, за которым, если кому-то не хочется следить, тут он вполне себе корректный, 16,5 соток. Я бы оставила эти арки, сделать стеклянные, если кто-то хочет превратить это в какое-то полезное помещение. Остекление делаем. Здесь есть подвод воды, у нас же там еще и кухня есть, и санузел. Делается сауна, делается спортзал. Это если для жизни. Если мы хотим эксплуатировать, продолжать эксплуатировать как аренду, то здесь ничего делать не надо, потому что смотрите, какая классная идея. Они сделали там бильярд, тут настольные игры, здесь у нас кто-нибудь жарит барбекю, другая часть семьи плескается в бассейне. Газон искусственный. Это тоже практично, и мой совет, если вы покупаете недвижимость под сдачу в аренду, не тратьтесь на настоящий газон. Вот это практично, и вам уделают этот газон, потому что если вы еще позволяете с собаками приезжать, собаки его уничтожают. Где-то покопали, где-то пописали, газон сгорел. И для вас это экономия, потому что человек, который покупает такого рода объект, он что хочет? Он хочет максимальный заработок. Здесь экономия на садовнике, здесь минимум привести в порядок, убрать эти листья, все. И отсюда мы можем посмотреть с этой точки на дом.
вспомните, с чего я начала наш обзор, что дом кажется с улицы очень маленьким. Но на самом деле, посмотрите, какой он большой. А сейчас немножечко о туристических лицензиях. Если вы планируете сдавать посуточно туристам, то вы обязаны иметь туристическую лицензию. И вот такие объекты, как этот, сейчас просто наперечет. Потому что с 2024 года на всем побережье Каталонии, Коста-Браво, пригороды, Барселона и туда на юг, Коста-Дорадо, действует мораторий на выдачу новых лицензий до 2028 года. Новую лицензию даже в тех местах, где раньше выдавали, получить нельзя. В Лорет-де-Мар лицензии не выдаются, если я не ошибаюсь, по-моему, с 8 или с 10 года. То есть здесь запретили выдачу новых лицензий еще раньше, чем в Барселоне. Почему? Потому что слишком много. Потому что хотят контролировать туризм, да, чтобы не был каждый дом сдан туристам. Соответственно, если вы нацелены на заработки от сдачи туристам, при этом вы хотите когда-то этой недвижимостью пользоваться сами, поэтому такой дом – это хороший формат. Не конкретно этот, а в целом, да. Нет туристов, приехали, отдыхаете вы. Есть туристы, вы на этом зарабатываете. И у вас есть дом. Надоела вам эта вся тема, никому не сдаете, но лицензию, например, сохранили для того, чтобы увеличить ликвидность вашего объекта для перепродажи. Потому что у него большой потенциал. Во-первых, 16 соток земли, это даже если мы абстрагируемся от наличия турлицензии, 16 соток земли. В Рока-Гросе, во-первых, в целом мало таких участков. А во-вторых, даже если они есть, они не все в продаже, они кем-то уже куплены, очень часто даже нашими. Они их покупают, перестраивают, переделывают и живут сами. Затем, другой плюс этого дома. У нас здесь проходит ля Риера, то есть это сток для дождевых вод. Он там внизу, затопления можно не бояться, это значительно внизу. Соответственно, вот в этом промежутке от тех соседей до нас никто построиться не может. Потому что в ля Риере или рядом с Риерой строить нельзя. Все, это последний дом, который может быть близко к Риере. Так же, как и с другой стороны. То есть у вас зона, так скажем, отчуждения, зеленая зона огромная. Перед вами никогда никто не построится, что тоже очень редко. Ну, про зеленую зону, где нельзя строить, про эту я уже сказала. Поэтому у этого дома очень много плюсов. Вот все, что мы видим внизу под домом, вот дверь черная, металлическая, это может быть вход в апартаменты. Помните, я вам показывала деревянную дверь изнутри дома? И вот отсюда есть выход. Вот эта вся часть, это еще пустующее пространство, которое может быть превращено в апартаменты. И заметьте, у этих апартаментов автоматом возникает турлицензия, потому что она уже есть в этом объекте. Вот. И они могут быть абсолютно независимыми, то есть вот отсюда люди выходят и выходят сразу на улицу, поднимаются или спускаются сюда, вот лестница уже есть. Ну, облагородить тут, как вы видите, это абсолютно не мешает сдаче в аренду этого дома. Вот отсутствие здесь какого-то сада. Но видите, несмотря на то, что здесь ничего не ухаживается, вот автополив здесь разведен. Он просто отключен, скорее всего. Ну и обещанные будущие апартаменты. Мы выходим из гаража, который к улице прилегает, с которого я начала вам рассказ. Спускаемся по этой лестнице. И вот у нас дверь. И все вот это пространство, вот где окна вставлены, это могут быть апартаменты. Дополнительные вот с выходом сюда, либо туда к бассейну. Там даже ниже у нас есть уровень, стоит уже столик каменный. В общем, тут надо, конечно, все облагородить. Если здесь сохранить лицензию, даже не сдавая дом, просто ее надо сохранить. То есть сохранить, что значит каждый год платить взносы за лицензию. Иначе, если пропустили 1 год, у вас лицензия изымается, и вы ее больше не восстановите. Потому что лицензии новые, напоминаю, здесь не дают. Вот. А так ее поддерживать, и даже если вы будете здесь жить, проплачивать ее, потому что наличие лицензии повышает очень сильно потенциал будущей перепродажи.
Да, и самое главное, я вам не сказала характеристики этого дома. У нас здесь почти 17 соток земли, 1670 метров, и дом 474 квадратных метра. 7 спален, 3 санузла. И мы помним, что можно еще сделать одни апартаменты, ну, такие приличного размера, даже со своей кухней. Есть туристическая лицензия, официально на 17 человек, но, как мы видим, здесь размещают до 20 человек. Ну, то есть на 3 человека больше, чем написано в лицензии. Дом находится в Рока-Гроссе, город Люрет-де-Мар, и его стоимость 760 тысяч евро. Это один из объектов, который можно найти в Люрет-де-Мар до 1 000 000 евро. Если у вас остались какие-то вопросы по этому объекту или в целом вас интересует инвестиция в туристическую недвижимость и вам нужен грамотный профессиональный совет, вы знаете, куда обратиться. Ну а с вами была Марина, агентство Тамникс Риэлти, и до новых встреч. Пока-пока.